Работа над домом для звезды кипит полным ходом. Серкан взялся за гвоздодер и вешает картины. Эда не может оторвать от него глаз. У Ардема возникает гениальная идея, которой он делится с Фифи. Он предлагает нанять актрису из агентства, максимально похожую на певицу, и включить фонограмму. «Пойди и поделись своей идеей с боссом», — говорит ему Фифи. Эда спрашивает у Серкана, куда он ездит 19 августа. Серкан отвечает ей, что она слишком любопытная. Мелек рассказывает Айфер, что они сегодня будут очень поздно, так как они делают дом для певицы. «Все ясно, Эда с Серканом делают для себя дом», — подумала Айфер. Айдан требует от мужа немедленно уволить подругу Эды. Альптекин говорит, что увидел потенциал, и ему все равно, чья это подруга. «Жаль, что с нами нет Джерен», — сказала Эда. Она все равно к этому бы не притронулась, подметила Мел. Перил приехала помочь Энгину добраться домой. Но тот говорит, что не дозвонился и уже попросил Джерен, которая как раз подъезжает. Эда снова начинает расспрашивать про день без Серкана. И Серкан делится с ней, что у него был брат. Он играл в группе, а его никуда не брал. И 19 августа он подарил ему его первую гитару. Брат сказал: «Даже в 80 лет играй 19 августа». И теперь каждый год 19 августа Серкан играет для брата. Когда все разошлись, Серкан увидел, что обессилевшая Эда уснула прямо на диване. Он хотел разбудить ее, а она положила голову на его плечо. Серкан лег поудобнее, и они уснули рядом друг с другом. Утром, проснувшись, Серкан стал вспоминать минуты, когда они были так же близко. И от этого у него учащается пульс. Часы начинают давать сигнал. Эда просит Серкана выключить будильник. Сейфи привозит завтрак, и часы снова начинают издавать звук. Эда просыпается. Серкан снимает с себя часы. Эде позвонил менеджер певицы. Серкан говорит Эде не переживать, так как Севда скоро будет здесь, на частном самолете. Далее они едут к Серкану домой за собакой певицы. Снова увидев машину Эды, Серкан говорит, что с машиной нужно что-то придумать, так как это постоянно ломается, и ей помогают люди вроде Каана. Вдруг собака выскочила и убежала от Айдан за ворота. Из-за своей фобии Айдан не может выйти. Она умоляет вернуться. Эда, наблюдая такую картину, видит, как Айдан тяжело. Далее Эда едет домой, к Айфер. Мэла спрашивает, как ей удается так хорошо выглядеть после бессонной ночи. Айда говорит, что отлично выспалась, и просит тетушку пару часов присмотреть за собакой. Так как Селин ушла в офис рано, Ферит приготовил для нее сэндвич. Селин говорит, что из-за него ей пришлось врать. Она снова напоминает Фериту быть осторожнее с Кааном. Серкан спрашивает у Лейлы, что здесь делает парень, с которым вчера встречалась Эда в парке. «Это и есть менеджер госпожи Севды», — докладывает секретарь.
а также добавляет, что он жил в Америке и его хобби – растения. Серкан начинает спрашивать у Лейлы, заметно ли на пальце Эды обручальное кольцо. Оно настолько большое, что его невозможно не заметить, говорит Лейла. Серкан выходит на улицу, знакомится с менеджером и говорит, что у него тоже есть собака. Эда говорит, что очень любит Сириуса и скоро поедет его навестить. А Серкан говорит, что ей не поздоровится, так как он учует чужого пса. Приезжает певица Севда. Она благодарит Серкана за частный самолет и идет в дом. Звезда начинает придираться, что солнечный свет падает не оттуда. И так далее. Энгин предлагает не фокусироваться на незначительных расхождениях. Севда заявляет, что ничего из ее списка не выполнено. Она велит менеджеру позвонить Фикрету и расторгнуть договор. Перил просит Эду не расстраиваться, но та говорит, что готова разорвать. Она закрывает всех в доме и велит не вмешиваться. Севде Эда говорит, что вот так ее не отпустит. И если она родилась в достатке, это не значит, что можно быть такой грубой и высокомерной с людьми, которые старались для нее всю ночь. Через 20 минут певица с Эдой входят в дом, и Севда говорит, что выйдет на сцену и споет. В компании Перил рассказывает Селин, что Эда с Серканом больше напоминают ей соперников, чем влюбленных. А Селин кажется, что договор о помолвке не так уж и прост. Эда приехала за Серканом, чтобы вместе поехать на вечеринку Фикрета. Серкан говорит, что не хочет идти, но все же идет одеваться. А тем временем Эда интересуется у Айдан, что было с этой лошадью. Та рассказывает, что она сломала ногу, и после этого обычно их усыпляют, так как они не могут удерживать вес тела. Но, к счастью, звездочка поправилась, сказала Айдан, и вдруг у нее заболела голова. Эда сделала ей массаж, одела маску и предложила понюхать лаванду. Далее Эда ведет Айдан погулять в маске, чтобы та сосредоточилась на запахе, так как лаванда цветет в ее саду. По дороге Эда просит рассказать Айдан, как вылечилась звездочка. Незаметно Эда вывела Айдан за ворота и обратно. По дороге Эда говорит Серкану, что если бы они поспорили, то она бы выиграла насчет дома Фикрета. Серкан предлагает считать, что она выиграла пари, и спрашивает, какое у нее желание.